Привет всем мастерам, а также любителям посмотреть, как кто-то работает. В этот раз займемся изготовлением светильника из эпоксидной смолы. В первую очередь нам надо сделать форму, в которую мы и будем заливать состав. Для этого я использую такой вот тонкий пластик. Купить его можно в компаниях, которые занимаются наружной рекламой. В крайнем случае вам подскажут, где они приобретают подобную продукцию. Форма светильника – это обыкновенный конус, поэтому и делаем два одинаковых пластиковых кулька. Места стыка я фиксирую клеевым пистолетом в основании для жесткости и скотчем по стальному периметру для герметичного соединения. Отрезаем все лишнее и делаем второй кулек по форме первого. В итоге мы имеем два абсолютно одинаковых по форме кулька. Как вы могли догадаться по первым кадрам видео, наполнять форму мы будем камышом. Конечно же, он должен быть абсолютно сухим, так как смола категорически не дружит с водой. Лично мне с этой проблемой отлично помог справиться утюг. Для того, чтобы выдержать более-менее одинаковое расстояние между двумя формами, по всему периметру я раскладываю стебель камыша. Затем наполняю форму хаотично всем тем, что принес с болота. Тут нет особых правил, приходится полагаться лишь на свое художественное видение или отсутствие такового. После того, как форма заполнена, разводим смолу, которая пригодна для массивных заливок. Это важно, так как многие составы закипят при таком объеме. Ссылка на правильную смолу по доброй традиции будет в описании. Заливать такое изделие стоит в два этапа. Первый слой заливается в небольшом объеме, он нужен для того, чтобы наполнитель и верхний кулек не всплыли. То есть, заливаем небольшой слой, ждем пока он схватится, но не высохнет окончательно, а затем заливаем оставшееся пространство. Изначально я понимал, что на 100% избавиться от пузырей не получится, так как из сухого камыша периодически будет выходить воздух. Поэтому я не дегазировал состав и в итоге не пожалел, так как свет от лампочки преломляется в пузырьках, и для светильника это весьма кстати. Спустя двое суток, когда смола окончательно высохла, наступает самый ответственный и долгожданный момент, прям как распаковка новогоднего подарка. Для того, чтобы сделать край светильника ровным, прибегаем к помощи импровизированного циркуля. А затем при помощи болгарки отрезаем по линии все лишнее. Да-да, я знаю, что техника безопасности у меня страдает, но если я буду делать все правильно и в соответствующих местах, то это будет просто невозможно снять на видео. Так что не обессудьте, все ради вас. Все изъяны, а также не совсем ровный край после болгарки я довел вручную при помощи наждачки, а затем покрыл лаком. Если у вас нет такой возможности, то после обработки наждачной бумагой смола отлично полируется. Об этом я рассказывал в предыдущих видео. Заключительный этап – это проводка. Тут все просто. Металлический тросик, декоративный провод и светодиодная лампочка. Стоит понимать, что это не строгая инструкция. Я всего лишь поделился своим опытом и видением при изготовлении. Вы же можете использовать эту технологию, адаптируя ее под свой вкус и нужды. К примеру, камыш можно заменить на что угодно. Надеюсь, вы меня поняли.